Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Удивительные порядки и нравы царят на территории крупнейшей в северо-западе России оптово-розничной базы, носящей название «Софийская». Несмотря на то, что владельцами базы являются родственники Фатимы Мисиковой, из-за которой произошла знаменитая перестрелка в ресторане на улице Рачельская в городе Москве, на самой Софийской балом правят представители азербайджанского этноса. Возникающие на базе конфликты и финансовые споры ее обитатели привыкли решать в стиле крестного отца. За последние десятилетия там были заказные убийства, погони, перестрелки, похищения людей, разбои, вымогательства и запугивания. Ряд убийств были следствием воровской транснациональной войны между кланами Лоту-Гуля и Равшана Ленкоранского, но Софийская база сформировала и два местных азербайджанских клана, истребляющих друг друга с жестокостью и остервенением. После посадки правоохранительными органами Санкт-Петербурга в 2010-х годах лидера одного из кланов Гусейнова Вугара и его боевиков «Пальма первенства» отошла к выходцам из села Шишта-Паш Амхорского района Республики Азербайджан, братьям Мамедовым и его лидеру Наврузу. Любимым методом унижения и наказания провинившихся односельчан Навруз выбрал изнасилование бутылкой, которое записывается на видео и потом используется как средство шантажа или убеждения в переговорах с конфликтующей стороной. По нашим данным, в декабре 2021 года все правоохранительные органы северной столицы, полиция, ФСБ и Следственный комитет нагрянули утром к членам ОПГ клана Мамедовых, в результате чего родной брат Навруза по имени Мубарис со своим другом отправились в тюрьму, а сам Навруз со своими боевиками был объявлен в розыск по обвинению в убийстве в 2008 году Абдулаева Рагиба, который являлся братом киллера из противоборствующего клана. Зная, что ранее брат Рагиба совершил заказное убийство члена их группировки, Мамедовы похитили его от дома и привезли в принадлежащий им ресторан «Старый город». Там и произошло действие, так напоминающее средневековую казнь. При огромном стечении толпы земляков несчастный был подвергнут избиению и изнасилованию, после чего казнен, со словами, что киллер убил нашего брата, а теперь мы убили его брата, после чего труп вывезли в багажнике автомобиля и захоронили в Ленинградской области. Вы ошибаетесь, если думаете, что данное убийство тщательно скрывалось. Нет, оно было распиарено на всей Софийской базе, как реклама могущественности и неуязвимости клана Мамедовых. Сейчас Навруз максимально озлоблен, так как его клан теряет нити от денежных потоков, проходящих ежедневно через Софийскую базу, ведь помимо доходов от оборота от овощей и фруктов база является одним из основных центров незаконного обналичивания денежных средств. Отказываться от таких денег никто не готов, поэтому в настоящий момент в азербайджанской среде циркулирует уверенность в том, что в скором времени розыск Мамедова будет отменен, и он снова вернется в город Санкт-Петербург. Для этой цели собрана гигантская сумма денег, предназначенная высокопоставленным людям в Москве, способным помочь даже в такой кровавой и безнадежной ситуации. В ближайшее время мы узнаем, являются ли эти слухи восточными сказками, или деньги Мамедова смогли протоптать дорожку в высокие кабинеты. Стали известны новые подробности кровавой войны за крупнейшую в северо-западе России оптово-розничную базу, носящую название «Софийская». До 2015 года ее контролировал лидер Шиштапинской ОПГ Навруз Мамедов. После победы над ОПГ Вугара Гусейнова и регулярных обедов в собственном ресторане с видными начальниками правоохранительных органов своего района, Навруз испытывал чувство полной уверенности в своих силах на рыночных просторах. Его боевики разъезжали по городу в дорогих внедорожниках и любили красиво погулять. Одна из таких вылазок в Мьюзик-бар 11 закончилась тем, что 4 боевиков Навруза открыли стрельбу из огнестрельного оружия, в ходе которого был убит уроженец Чечни и тяжело ранены 2 ингушей. Ответил по закону за данное преступление
Только один из 4 напавших Джафаров Самир – личный телохранитель Мамедова Навруза. Возможный конфликт с представителями чеченской диаспоры Навруза не испугал, интересующимся лицам он пояснял, что на любую стрелку привезет в 10 раз больше стрелков, чем приедет чеченцев. Почва из-под ног Навруза поплыла в 2015 году, когда оперативникам поступила информация о похищении мелкого предпринимателя с софийской базы Вусала Аскерова, который был освобожден из плена только после его выкупа родственниками. По данному делу Навруз и 5 ближайших его боевиков были арестованы и провели под стражей несколько лет. Справедливости ради Ракриминал-Инфо должен отметить, что Вусал Аскеров в период нахождения Навруза под стражей решил набрать вес в криминальной среде и стал посредником в убийстве Исмаилова Маарифа, который был застрелен средь бела дня на Софийской базе в 2016 году. Данное убийство поражает своим цинизмом, ведь Маарифу просто не повезло быть родным братом Эльчина по кличке Машади и Питерский. Эльчин принимал активное участие в знаменитой транснациональной войне между Равшаном Ленкоранским и Лоту Гули на стороне последнего. Эльчин, зная, что за ним объявлена охота, соблюдал все правила конспирации и ходил с серьезной охраной. Вусал, желая заручиться дальнейшей поддержкой клана Равшана Ленкоранского, стал выполнять указания московского родственника Равшана с Фуд-Сити по имени Заур Ахмедов, который не жалел денег на киллеров для Лоту Гули и всех его приближенных. Вусал убедил Заура, что сможет организовать убийство Эльчина и решил, что если убить Маарифа, то на его похоронах в дальнейшем будет легко ликвидирован сам Эльчин. Однако, учитывая, что убийцу Маарифа удалось поймать на месте преступления, сам Вусал очень быстро был заключен под стражу следственными органами. К слову сказать, Заур, получив известие о задержании Вусала, продолжил посылать в Питер бригады киллеров.